Всем здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я рада приветствовать всех, кто заглянул сегодня ко мне в гости. Прошла неделя, и мы с вами встречаемся в моих видео, где я вам рассказываю о том, что у меня случилось интересного за эту неделю. Случилось у меня 2 готовые работы. Есть еще проект, который близится к завершению. Еще небольшие задумки, и вот обо всем я вам расскажу сегодня. Первое, над чем я работала, это мое комбинированное платье. Я вам показывала в прошлом влоге, что я связала кокетку из 100% шелка, купила полульняную ткань и решила совместить. Идея для меня не новая, как-то я уже воплощала ее в детском изделии. И у меня есть на канале даже видео про это платьишко детское. Алиса в течение 3 лет его носила. И мне очень хотелось нечто подобное для себя. И вот, наконец, я эту идею воплотила. Фотографии. Одну я вам единственную покажу. Вчера у меня была фотосессия тематическая, профессиональная. И я ходила в этом платье. Надеюсь, что совсем скоро уже появятся у меня эти фотографии, я вам смогу показать всю эту красоту. Пока вставлю только одно единственное фото, которое у меня есть. И расскажу вам о том, как же все у меня получилось. Итак, про мое платье. Как я уже вам сказала, что идея создания подобного изделия у меня была уже очень давно. А поддержала меня в этой идее моя подружка Олечка Стратила. Я про Олю рассказывала в своих видео. Это те, кто давно уже меня смотрит, знает, кто такая Оля. Совсем недавно Оля открыла свой канал в YouTube. И когда я с Олей поделилась своей идеей, она мне сказала: Таня, обязательно вяжи. Но сначала, шелк я подбирала именно к ткани. То есть вот у меня ткань была купленная, и я подбирала, что же подойдет, какая пряжа. Я вот так вот раскладывала, и с Олечкой тоже делилась. Она мне сказала, что шелк подходит больше всего. Мне казалось, что он толстоват для крючка. Но нет. Вот сейчас после ВТО покажу вам, какое пластичное стало полотно. Сделала я правильно, что выбрала эту пряжу, потому что она очень хорошо подошла. Потом я думала, какую мне юбку сшить к этому платью. Олечка тоже мне помогала, потому что у Оли больше опыта в шитье, нежели чем у меня. Я вообще не шью. Ну, как бы что-то я умею делать, но сказать, что я шью, нет, я так не скажу. И Олечке моей большое-большое спасибо. Вот эта идея полноценно воплотилась в жизнь. Кокетку я связала очень быстро, буквально за 2 дня я ее связала. Вяжется легко, она не сложная в исполнении. Очень просто. Связала, примерила. То есть, когда я вот на подрезы делила, я примеряла, вешала маркеры, как мне тут распределить. Потом по длине смотрела. И дальше мне нужно было сшить юбку. Юбку к этой кокетке. Куда я пошла? Конечно же, я пошла искать видео в YouTube. Далеко мне ходить не нужно было, я знала, чьи видео я буду вспоминать и просматривать, потому что во время пандемии я не пропускала ни одного видео этой мастерицы, я вдохновлялась ее видео и считаю, что это талантливейшая женщина, многим известная, это Ирина Михайловна Паукште. Она... Чем мне импонирует ее видео, она объясняет все без заморочек, так как я люблю. Без заморочек. Быстро, четко, понятно. Я посмотрела
3 ее видео, которые были связаны именно с той моделью юбки, которую я хотела применить в своем платье. Мне очень идут юбки полусолнце, четверть солнца, то есть мне нужна была разклешенная юбка. Единственное, что я думаю, я не знала, какая она будет, потому что у меня был отрез ткани 1,5 на 1,5. Вот Олечка мне говорит: наверное, тебе не хватит. Ну, и я тогда подумала, я примеряла и четверть солнца, в общем, я сделала все, как Ирина Михайловна объясняла, я все это сделала, на ткани попробовала, и потом думаю, нет, все-таки я буду делать юбку полусолнца. Мне так больше хочется в этом варианте. На крайний случай буду покупать тогда еще ткань. Мне очень хотелось. Я подошла ответственно к этому моменту, потому что, как я сказала, что я не шью. Что мне, чего я опасалась, так скажем. Не то, что боялась, а опасалась. Я опасалась того, что я не смогу по низу сделать ровную строчку шва. У меня полупрофессиональная швейная машина, хорошие фирмы. Бывали такие моменты, когда мне очень хотелось научиться шить, и как раз вот Ирина Михайловна меня вдохновляла. Но, знаете, шитье все-таки это не совсем мое. Вот должно быть очень большое желание. Но подошла я ответственно. Вот, я все вымерила, выкроила. А потом у меня нет оверлока, но у меня есть шов, который запечатывает край и похож на оверлок. Это шов зигзаг. Вот. Я швы свои вот так обработала и только потом уже делала строчку. То есть боковые сделала, потом низ точно так же у меня сначала идет запечатывание края. Это запечатывание края, а потом уже я прокладывала строчку. Ну и я присноровилась, вот когда я пускала под лапку, чтобы вот этот шов был посередине лапки. И вот таким образом у меня получилась ровная строчка. Я собой очень довольна, конечно же. Ткани мне хватило. Вот смотрите, вот это конус сверху, когда я юбку выкраивала. Вот это конус сверху, что у меня осталось. И вот тут еще какие-то обрезки. Это все. Я думала про пояс, но эта ткань очень плотная для пояса. Можно было бы пояс. У меня есть тоже полульняная юбка белая. И я много образов с ней показываю летних. Там из шифоновой ткани сделанный поясок. Сюда бы тоже что-то подобное подошло, но я не стала, потому что и так это все смотрится очень красиво, достойно. Здесь у меня тоже идет как по низу, маленький подгиб, потом я приметала все по кругу, сначала все наметила, приметала и только потом на машинке прошила. Вот, все у меня получилось. Фотография у меня пока только одна, которую я вам показала в этом видео, но надеюсь, что совсем скоро, когда мне фотограф пришлет все снимки, я сделаю шотс и покажу, как это платье сидит на мне. Но я очень довольна. И вот посмотрите, как выглядит эта кокетка. После ВТО все постирано. Кстати, большое спасибо моей подписчице, зрительнице, которая написала, что перед тем, как кроить, нужно обязательно намочить, высушить, отпарить, потому что здесь все-таки лен может дать усадку, но к тому времени я уже все сделала. И слава богу, все я полностью стирала, отпаривала, и слава богу, никакой деформации, никакой усадки в ткани не было. Вот такая вот пластичность у меня получается по кокетке, это после ВТО. И вот вчера у нас было очень жарко, причем у нас такие резкие перепады в погоде уже 3-ю неделю. Резко жара по 28, по 30 градусов, потом резкий спад
было даже 11 градусов. Я куртку надевала, представляете? Ветер был ненормальный. И вот 2 дня такая была холодная погода, 14-16 градусов. И на следующий день резко 28. И вот уже 3-ю неделю у нас вот такие вот горки в погоде. Ну, что ж делать, да? Мы на это повлиять не можем. Вот я вчера иду и поймала себя на мысли, как я себя комфортно чувствую в этом платье. Мне абсолютно не жарко, не палит солнце, не калит. А насколько комфортно, потому что здесь это 100% шелк, и это просто супер пряжа. И снизу у меня тоже лен, здесь хлопок, я вам говорила, вискоза. В общем, платье получилось шикарное. Вдохновляйтесь, кому интересны такие идеи, вдохновляйтесь. Главное вот все, чтобы подобрать к своему, так скажем, да, изделию, и все можно сделать, даже если вы ни разу не швея, так же как и я. Вот я ни разу не швея, но у меня все получилось. И знаете, что меня еще смотивировало? Это слова Ирины Михайловны, которая сказала: нечего на кого-то надеяться, что вы купите нужную вещь в магазине или вам кто-то сошьет. Берите и делайте сами. Вот я этими словами мотивировалась, взяла и сделала. Многие рукодельницы говорят, после вязания большого плечевого изделия хочется повязать что-то мелкое, хочется быстрого результата. За собой лично я такое не наблюдаю. У меня как-то все по позыву души. На что взгляд упал, то я беру и вяжу. Большой это проект, следующий большой проект. Вообще, если честно, больше всего я люблю вязать плечевые именно изделия. Но я же готовлюсь к отпуску на море, и мне нужно было связать новую пляжную сумку. Я купила пряжу, хотя меня сейчас опять кто-нибудь поправит, что рафия это не пряжа. Купила я рафию и думаю, ну что, нужно вязать. И связала себе сумку. Давайте посмотрим, какая же красота у меня получилась. Про мою пляжную сумку из рафии SP. Это уже мое второе знакомство с этой рафией. Первый у меня был цвет крафт, а здесь цвет белый. Но здесь очень интересный цвет белый. Вечером он какой-то даже персиковый с розовинкой. И что я вам хочу сказать? Видимо, от цвета тоже очень многое зависит. Вот эта рафия настолько мягкая, пластичная, гладкая. Пока я вязала, все время вспоминала, как я в прошлом году вязала сумку. Там была такая жесткая рафия. И даже после отпаривания она все равно была жестковатая. Но это очень мягкая, очень гладкая. Я покупала 2 штучки, 2 такие бобинки. И у меня осталось, вот как раз я думаю, что мне хватит на косметичку. Полностью 2 у меня не ушло бобинки. Осталось еще. Что я для себя поняла, что из рафии не нужно вязать каких-то сложных узоров в сумках. Нужно что-то такое простое, потому что здесь акцент именно вот на эту рафию, именно на то, из чего связано. Но опять же, все равно хочу вам сказать, что цена этой рафии, она меня все-таки, да, я все время так вспоминаю. То есть стоит она вот под 1000 рублей 1 штучка, 100 граммов. Ну, тут, знаете, как бы у нас всегда есть выбор заменить на другую какую-то, да, пряжу, шнурок. Это все можно выбрать. Вот так, такая она у меня получилась. Сейчас я вам расскажу более подробно. Я ее уже отпарила. Видите, у меня здесь краешки. Сейчас расскажу, что я тут сделала. И ручки я в этот раз вывязала. Тоже я увидела у своей землячки Олечки Зайцевой, что она вязала себе сумочку, авоську.
и ручки связаны вот сразу же. Я решила тоже применить такой метод. Думаю, ну, попробую. Можно использовать, я так скажу. Вот отсюда, когда пришивные ручки, лично мне это больше нравится. Итак, что я здесь сделала? Связана она вот так. Я вязала донышко, потом вот эта часть и дальше вот эта часть. Набрала цепочку воздушную и стала вязать прямо. Я сейчас даже не вспомню, сколько у меня здесь. Набрала, просто вот так посмотрела, померила сантиметром, сколько у меня здесь получается. И вязала просто столбиками без накида. Затем, сначала у меня вот эта сторона связана, и спинка, так скажем, да, сумки связана просто столбиками с одним накидом. Здесь я вязала столбики обычные. Я вяжу в последнее время столбики полупатентные, удлиненные. Здесь вязала обычные. Не стала вязать удлиненные, потому что я говорю, что вот эта рафия очень-очень какая-то мягкая, пластичная. Я боялась, что у меня не будет ли слишком как-то тут рыхло. Связала. Вот. Вверху у меня здесь столбики с одним накидом, ручки на 70 воздушных петель. И ручки. Затем я привязала, значит, вот сюда рафию привязала. То мне все время поправляют, что я пряжу говорю. По привычке. И стала вязать вверх. И здесь я опять использовала филейный узор, филейную сетку. Только у меня здесь филейная сетка через 2 столбика. У меня получается 3 ряда филейной такой сеточки, 3 ряда столбиками с одним накидом. 3 ряда филейной сеточки, 3 столбика с одним накидом. Видите? Вверху у меня завершается 4 рядами столбиками с одним накидом. И потом опять столбики без накида, ручка. Ручки. И все по краю я обрабатывала рачьим шагом. Вот когда я отпарила, вот у меня получилось такой большой прямоугольник, я его отпарила. Ручки тоже отпарила, но когда я уже потом обрабатывала рачьим шагом, я еще этого не делала. Теперь смотрите, боковинки. Здесь просто столбики с одним накидом. Набрала, приложила. И вязала столбиками с одним накидом. Затем столбиками без накида вот так вот прошлась. Вот здесь сделала, видите, кнопочки. Здесь обычные кнопки с обеих сторон. У меня такие кнопки. То есть можно, в зависимости от того, насколько сумка будет, так скажем, набита, чтобы вот эти... Да, зафиксировать края, чтобы она не расползалась. Сейчас повыше подниму. Вот, чтобы она не расползалась. Вот они. И они, получаются, зафиксированные. Если побольше чего-то положить, да, то можно вот здесь раскрыть. Да, она раскрывается. И, пожалуйста. Эту мне идею вот с этими кнопками подсказала моя дочь. Сказала: мама, сделай здесь вот так. По центру я пришила магнитную кнопку. Я не люблю, чтобы сумки были открытые. Туда положила просто полотенце, чтобы форма какая-то была. И вот получилась сумочка. Очень классная. Мне нравится. Вместительная, легкая, очень легкая. Ну что здесь всего там 100 с небольшим граммов сумка. Она не такая шуршащая, потому что, как я сказала, что здесь очень мягкая рафия. Очень мягкая. Думала, гадала. Ну что, пляжная сумка есть. Пора, наверное, пора. Пришла пора связать и пляжную тунику.
А я говорила о том, что как-то неоднозначно отношусь к этому изделию, все думала, нужно или не нужно. И когда я искала пряжу для косынки, чтобы связать дочке, а она попросила красный цвет, и у меня такая пряжа была, мне ее прислала моя подписчица Татьяна, за что огромная благодарность. И я наткнулась на пряжу, про которую я, конечно, уже и забыла. Это пряжа стопроцентный хлопок. Я именно увидела цвет, потому что я все это время думала, а из чего мне связать, какой мне цвет подобрать. И когда я увидела цвет, думаю, да, это то, что нужно в такой морской тематике. Цвет очень близко подходит именно к морскому, но я решила вязать не сплошную тунику, так как чтобы надеть, а распашную. Мне кажется, так удобнее. И моя землячка Олечка, тебе привет большой, тоже мне писала об этом, что пляжную тунику хорошо бы, но чтобы как халатиком было. Действительно, надевать через голову, вот на мой взгляд, это не всегда удобно, а в случае, когда она накидывается, то ее можно использовать даже не только как пляжную тунику. Давайте, в принципе, посмотрим, что я выбрала, какая пряжа. И, в принципе, мне осталось совсем немного. Я уже приближусь к завершению. Вот эту пряжу я нашла, когда искала красный цвет для того, чтобы связать дочке косынку. Это от Camtex пряжа, хлопок мерсеризованный. В 50 граммах 200 метров, стопроцентный хлопок. Здесь уже мне даже... Нет, даже я цвет тут не прочитаю. У меня такой был цвет розовый и ярко-фиолетовый. Из розового у меня связанный красивый ажурный кардиган, а из фиолетового цвета я вязала Алисе костюм. Юбка и майка очень классные. И вот эта пряжа у меня лежит. Я случайно увидела цвет. Думаю, вот то, что надо. Я хотела придумать такой, какой-то мне нужно было взять такой узор, чтобы, во-первых, и вязалось быстро, чтобы было просто. Ну, а зачем, да? То есть, как бы, тем более, что это первое мое изделие. И выбрала я вот такой узор. Мне очень нравится. Такие длинные столбики смотрятся. Это очень красиво. Я увидела кардиган, связанный таким узором. Ну, как даже можно сказать, укороченный кардиган. Мне так понравилось. Думаю, вот то, что надо. И использовала этот узор. У меня связана спинкой одна полочка. Но это не будет длинным изделием. Я это поняла, то есть у меня не упаковка была, а 8 мотков всего-навсего. Вот на что я брала, я даже сейчас не скажу. Обычно как-то, я потому что помню, где я заказывала эту пряжу, и там у меня розовая, фиолетовая была упаковка. Мне еще от фиолетового что-то цвета осталось, потому что она очень экономично расходуется. Но этот узор, видимо, он очень хорошо кушает, так скажем, пряжу. Вяжу я крючком 2,5, по-моему, сейчас я скажу вам. Да, крючок у меня 2,5. Можно было даже, наверное, тройку брать. И когда... Ага, здесь у меня еще. И когда я связала, вот эту я уже отпарила деталь. И когда я связала, ну, стала вязать спинку, смотрю, у меня... Первый моток я связала, посчитала, у меня вот этих вот 8 дорожек получается. 8, ну, раппортов, да. Думаю, елки-палки, но на длинную мне не хватит. Потом думаю, а зачем мне длинная? Будет выше колена, это же пляжная туника. Но она будет распашная. Я сделала ее свободную, дала здесь. Я, знаете, почему примеряла? По платью своему вязаному из остатков пряжи. В прошлом году вязала платье из остатков пряжи поперечным вязанием. И вот ширину я по этому платью замеряла. Оно больше.
Ну вот с каждой стороны где-то вот так вот у меня получается больше. Пока не сшивное. Может быть, я постираю, но еще вниз потянется. Пока даже не могу сказать. Но мне очень нравится. Вот одну полочку мне удалось связать за один день. Я думала, что вчера я свяжу и вторую, но нет. Все будет очень просто. Здесь, видите, вот V-образная горловинка. V-образная. Я обработаю потом. Может быть, будут пуговки, может быть, сделаю поясок. Но пуговок тут хотя бы вот вверху 2-3 пуговки нужно будет сделать, посмотреть, что у меня есть из пуговок такого цвета. Тут, может быть, деревянные. У меня есть деревянные кокосовые. То, может быть, их буду использовать. В общем, осталось мне не так много, но идея классная. И даже если бы я, например, связала бы себе... Мне понравилась эта кофточка, укороченный кардиган таким узором. Здорово. Просто, но смотрится очень хорошо. Вообще я люблю узоры со спущенными петлями. У меня не одно связанное изделие. Здорово смотрится. Покажу вам уже, когда будет это все готово. Будет готово совсем скоро. Больших планов на вязание я сейчас уже не строю. Честно сказать, я уже в предвкушении чемоданного настроения. Но маленькие у меня есть планы. Мне нужно связать еще себе косынку обязательно. И я думаю, что не одну, 2 я хотела связать. Мне нужно связать косметичку из рафии. Это мелкие процессы. Буду ли я что-то еще начинать? Вряд ли, потому что я не успею. Как всегда, перед отпуском будут какие-то дела, сборы, что-то куда-то нужно съездить. Ну, у нас так часто бывает, поэтому вряд ли я буду начинать какие-то большие проекты. Возьму ли я с собой в отпуск вязание или нет, вы об этом обязательно узнаете в моих следующих видео. И мы с вами обязательно встретимся. Ну, а я с вами прощаюсь совсем ненадолго. До новых встреч. Пока-пока.